Мультиплеер такая вещь, что некоторых разработчиков сильно озадачивает. Как минимум тем, что эта тема более сложная, чем просто сделать какую-то гиперказуалку. Также обычно используются сторонние плагины, а мы знаем, как Unity это обожает. И вот недавно Unity анонсировала новые инструменты для задач мультиплеерности, о которых сейчас я расскажу в общих чертах. Подробные уроки по этим и множеству других инструментов будут на этом канале, потому что буду пилить мобильный мультиплеер. Так что подписывайся скорее и смотри спокойно дальше. Охайо, зритель, ты во вселенной Rebel, где изучаешь мир компьютерной графики и разработки игр. Подписывайся на канал, а также на все, что можно в описании этого ролика, не пожалеешь. Что ж, начну с маленького предисловия, которое взял от самих разработчиков. Согласно нашему отчету о многопользовательских играх за 2022 год, с января 2021 года число многопользовательских игр для ПК возросло на 150%, а мобильных многопользовательских игр, созданных с помощью Unity, на 40%. Собственно, из-за этого Unity и дальше улучшают это направление, в которое хочу окунуться все больше и больше. Итак, пошли смотреть эти новые инструменты, один из которых это NGO 1.0. На сегодня разработчики имеют к нему доступ, и расшифровывается это как Netcode for GameObject 1.0. Сюда входит как минимум хостинг игровых сервисов, Multiplay и Matchmaker. Netcode for GameObjects — это сетевая библиотека, созданная непосредственно для игрового движка Unity, и она ориентирована в первую очередь на создание небольших мультиплеерных игр. Также NGO хорошо сочетается с играми P2P, с решениями Unity Relay и Unity Lobby. Эти инструменты уже известны, потому про них не буду говорить, так как видео о новых инструментах. Но, конечно же, подписывайся, чтобы не пропустить информацию и про другие инструменты для мультиплеерных игр. NGO 1.0 — это база для поддержки синхронизации, симуляций с поддержкой управления сценами, анимацией, физикой и тому подобное. Следующий инструмент — это Netcode for Entities. Если перевести, то получается код сети для сущностей. И отвечает, собственно, за все эти сущности в игре. И как ты мог уже понять, раньше я сказал пару слов про Netcode for GameObjects, код сети для игровых объектов, который отвечает за работу с этими объектами. Надеюсь, не сильно запутанно сказал. Итак, Netcode for Entities входит в состав набора функций DOTS ECS, Entity Component System, который позволяет тебе создать масштабируемые многопользовательские миры. ECS для Unity — это новая платформа, позволяющая создавать более масштабные игры с помощью Unity, которая будет доступна в Unity 2022.2 Teach 3. Короче, ждем. Теперь рассмотрим мониторинг и выявление проблем с многопользовательскими инструментами. Теперь словами попроще. Когда мы создаем мультиплеерную игру, а эта задача непростая, то могут быть проблемы с проектированием сети и ее надежностью. И понятное дело, что тут нужно максимально быстро отслеживать, выявлять и диагностировать любую проблему. Собственно, для этого и есть ряд инструментов. Я так понял, эти инструменты уже были, просто есть ряд обновлений. Просто еще плотно с мультиплеером так не работал, по крайней мере не доходил до диагностики и тому подобное. Поэтому, если что, поправьте меня, более подкованные в этом вопросе зрители. Итак, первое — это Runtime Network Stats Monitor для Netcode for GameObject. Мониторинг сетевой активности. Как раз сейчас он перед тобой на экране и нужен он для отслеживания сетевых переменных и вызовов RPC на сервере, а также подключенных клиентов во время игровых тестов и в автономных сборках. Дальше, второе. Network Profiler для Netcode for GameObjects. Сетевой профилировщик. Нужен для того, чтобы просматривать подробную разбивку сетевых объектов и сообщений, отправляемых всем подключенным игрокам, чтобы помочь идентифицировать потери пакетов и проблемы с задержкой. Третий инструмент — это дебаг-симулятор для Unity Transport. Это симулятор откладки, он входит в состав компонента UTP Transport и позволяет разработчикам манипулировать сетевыми переменными и моделировать расширенные сетевые сценарии в целях тестирования. И последний инструмент — это Bounding Box Driver для Netcode for Entities. Не знаю, как точно перевести, Google перевел это как ящик ограничительной рамки. В общем, самое главное понять, что он делает.
А он показывает положение призрака на сервере с помощью цветной ограничительной рамки, чтобы можно было сравнить с дочерним элементом. Цвета закодированы по отношению к клиенту и серверу. В общем, этим не пользовался, пока сложно сказать подробнее, но думаю, в будущем каждый инструмент разберу. В Network Profiler я говорил про UTP Transport, пару слов про него. Он нужен для точного контроля над сетевыми операциями. Ну, в принципе, все, как я говорил, пару слов. Но вообще могу добавить, что он сразу есть, так сказать, под капотом у Netcode for GameObjects и Netcode for Entities. Также UTP Transport можно легко настроить для безопасной передачи данных по сети, что очень важно. По сути, это все инструменты, но осталось еще рассказать о проектах, которые представляет сама компания Unity для ознакомления работы всех инструментов для мультиплеера. Первый проект — это Boss Room. Переводится это как комната босса и представляет собой небольшую мультиплеерную игрушку в 3D. Netcode for GameObjects, Relay и Lobby. Хочу напомнить, обязательно оформи подписку на мой канал, чтобы не пропустить новые ролики про все эти инструменты. Вернемся к комнате босса. Если покопаться в этой игре, то можно узнать больше о том, как реализовать способности персонажей, репликацию объектов, использование RPC и разные другие вещи. Второй проект — это Galactic Kittens, пример небольшой мультиплеерной игры в 2D. Эта игра позволяет исследовать сетевые шаблоны в двумерном шутере. Galactic Kittens использует базовые настройки Network Manager и разработан, чтобы помочь научиться применять и синхронизировать анимацию спрайтов, эффекты частиц и базовое 2D движение. Короче, проект крутой для начинающих в теме мультиплеера. Советую с него начать. И есть еще пару проектов, разработчики их указали как Bite-Size Samples, то есть какие-то мелкие игрушки для более узкого ознакомления с тем или иным инструментом. Сюда входит Invader Sample. Это простая сетевая игра, в которой игроки вместе защищаются от инопланетных захватчиков. Этот пример поможет понять игровой процесс и режимы с помощью Netcode for GameObjects NGO. Также можно научиться управлять сценой, сетевое движение и общий таймер между клиентами. И другие вещи касательно этого Netcode for GameObjects. В целом этот проект позволяет простым способом реализовать игровое лобби, к которому игроки могут присоединиться до начала игры. И второй мелкий проект — это 2D Space Shooter. Он также сделан на основе НГО, звучит как МГМО, содержит примеры физики, здоровья игрока и эффектов статуса. В этот проект входит еще Network Variables и Object Pooling. Используя Network Variables, ты можешь синхронизировать состояние между сервером и клиентом, например, состояние здоровья игрока. А Object Pooling позволяет повторно использовать объекты, повышая производительность в сетевой среде. Мой совет по изучению этих проектов для новичка таков: Invader Sample, 2D Space Shooter, Galactic Kittens и только потом Boss Room. Но это только моя рекомендация, потому принимать решение только тебе. Что ж, на этом обзор подошел к концу, надеюсь, было полезно, а сказать спасибо ты можешь лайком и подпиской на канал. А если уж сильно понравилось, тогда загляни на Patreon или кнопочка «Спонсировать» прямо под этим роликом. Сайонара!